Российский канал Russia Today выпустил интервью с кумом Путина Виктором Медведчуком. Это первое интервью Медведчука после того, как его по обмену передали в Россию. И если у кого-то до сих пор еще были сомнения, что Кремль будет опять впаривать Медведчука украинцам в качестве перспективного политика, то теперь эти сомнения окончательно развеяны, потому что понятно и очевидно, что государственный российский телеканал, конечно же, просто так пиарить Медведчука не будет. И Медведчук в своем интервью уже заявил, что он сейчас работает над созданием нового политического движения, которое будет представлять некую другую Украину. Ну, вы поняли, да? То есть, по его словам, есть вот плохая националистическая Украина, а есть другая Украина, которая за Россию. И вот для этой другой Украины Медведчук и создает свою новую партию. Интервью получилось совершенно искрометным, но прежде чем мы к нему перейдем, прямо сейчас подпишитесь на канал, если вы до сих пор не подписаны, поставьте комментарий или лайк к этому видео, это крайне важно, так оно получит больший охват, тема здесь поднимается важная, важно, чтобы как можно больше людей это видео посмотрело. Все эти месяцы я потратил на то, чтобы восстановить, собрать команду. Многие люди приехали из Киева. Ну, вы, конечно же, знаете этих принципиальных и достойных людей. Среди них, например, такой известный и последовательный защитник прав русскоязычного населения, как Илья Киева. Всех любителей русского мира мы просто-напросто будем стирать с лица земли украинской. Сегодня я, как участник тех боевых действий, могу говорить, да мы Горловку утюжили. Вы знаете, когда говорили, что Россия снова будет делать ставку на Медведчука, на Киеву, на всех этих людей, снова будет доверять им создавать какое-то пророссийское движение, я поначалу даже не поверил, потому что, казалось, что это просто немыслимо, что опять людям, которые провалили абсолютно все, которых презирают абсолютно все, что в Украине, что в России, казалось невероятным, что им опять дадут деньги и поручат ровно ту же самую работу. Но это просто немыслимо, это не укладывается ни в какую логику. Тем не менее, мы видим, что да, это так. И Медведчук уже радостно анонсирует создание новой пророссийской политической силы. Необходимо, чтобы и в России, и в Украине, и на Западе услышали голос другой Украины. Она есть. Эта другая Украина должна быть услышана. Она может быть услышана, если появится ее представительство, если ее голос услышат. Это новое общественное политическое движение. Вы знаете, я никогда не считал руководителей России умными, но, честно вам признаюсь, я не подозревал, что они настолько необучаемые идиоты. 69-летнему Медведчуку, который развалил и дискредитировал все проекты, на которые ему ранее давали деньги, теперь опять хотят дать деньги на новый проект. Знаете, в этот раз-то уже точно сработает. То есть до этого 70 лет Медведчук все разворовывал, разваливал, только разрушал. А сейчас он в 70 лет такой: опа, дайте мне еще один шанс, и я покажу вам, как работает. То есть смотрите, за все это время у Путина так и не нашлось никого умнее, симпатичнее, моложе, честнее Медведчука. Все, других людей нет. Казалось бы, проще и дешевле просто вот так взять грабли, бросить на землю и так вот ногами, по ним топтаться. И будет примерно тот же эффект, что дать денег Медведчуку, только дешевле и только проще. Причем сам же Медведчук в этом же интервью признает, что его соратники и партнеры из предыдущей пророссийской его партии, из ОПЗЖ, банально его кинули Россию и в итоге после начала конфликта поддержали Украину. Да, сегодня часть нашей фракции, и я об этом говорю с огромным сожалением, перекинулась на сторону, как я считаю, врага. Ничего, в этот раз он точно наберет других людей, честных, принципиальных. Надо ему только еще раз денег отсыпать, и на этот раз уж точно все получится. Причем они же настолько тупые, что реально еще раз ему отсыпят. Действовать через сознание людей, раскрыть им правду и реальность того, что происходит сегодня в Украине. Причем Медведчук даже не делает вид, что он там будет что-то делать, чем-то заниматься. Он просто цитирует старые тезисы из своих устаревших методичек, как будто, ничего не произошло и никакой войны нет.
Ты, Медведчук, может быть, что-то пропустил, но дело в том, что твои хозяева, твой кум, да, вот он уже действует на сознание людей прямо сейчас. Правда, с помощью бомб и ракет. И было бы очень интересно узнать, а как ты, Медведчук, собираешься действовать на сознание людей, которые прямо сейчас сидят в бомбоубежищах? Потому что твой кум пытается им устроить гуманитарную катастрофу, лишить их тепла, электричества, заставить замерзать, там, оставить без продуктов, без еды и так далее. Вот просто интересно. К сожалению, вот знаете, в этом интервью Медведчук как-то вот не раскрыл детали. Он не поделился, как же он будет влиять на сознание, ну, к примеру, жителей Угледара, которые прямо сейчас российская армия стирает с лица земли. Я же руки не опустил. Ну, конечно, ты руки не опустил. Еще бы. Вон сколько миллионов теперь надо будет освоить. Вы думаете, что как-то можно антироссийские взгляды в Украине... Вы знаете, тут в вашем вопросе есть два подвопроса или два подтекста. Ну, во-первых, изменить антироссийские настроения можно. Еще бы, конечно, можно. Дайте ему еще миллионов 50, и он вам сразу все поправит. Просто, знаете, все антироссийские настроения в Украине просто исчезнут. Ну а то, что там, знаете, Россия убила тысячи людей, там миллионы стали беженцами, то, что российская армия стерла с лица земли целые города, где жили, кстати говоря, многие избиратели Медведчука, так это пустяки. Знаете, украинцы это сразу забудут вообще. Только дайте денег Медведчуку, и здесь сразу все перестанут обижаться. Сразу можно будет делать пророссийскую партию. Причем, знаете, вот они же верят в это все. То, что я говорю, я утрирую, я там насмехаюсь, а они верят, они думают, что да, вот так все и будет. И вы знаете, я посмотрев это интервью, могу сказать, что на самом деле для Украины это хорошо, что Россия снова достала из нафталина Медведчука и решила делать на него ставку, потому что до тех пор, пока пророссийские движения будут доверять Медведчуку, их созданию, да, мы можем здесь быть спокойны. Как бы. Результат будет предсказуемый. Я думаю, все его знают, что в Украине, что в России. Кстати говоря, в России вот эта патриотическая общественность на интервью Медведчука отреагировала очень и очень однозначно. То есть я там смотрел комментарии, там одни дизлайки, какие-то ругательства. И даже некоторые российские патриотические ресурсы опубликовали статьи с критикой Медведчука, подчеркнули то, что ну, нельзя ему доверять, что вы делаете, куда, какие деньги Медведчуку, не связывайтесь с ним. Вот только фокус-то в том, что никого, кроме Медведчука, у Путина нет. То есть он почему ставит на него? Ну, наверное, не от хорошей жизни. Потому что после всего, что случилось в Украине, сотрудничать с Россией согласны, ну, либо какие-то совсем больные на голову и сумасшедшие, либо Виктор Медведчук. Подписывайтесь на канал, друзья.